Привет, друзья! Ну что, распакуем эту красотку, пандочку. Это моя покупочка к празднику весеннему. Сейчас посмотрим, что там у нее внутри. Посмотрим на ее корешки, ребята. Сейчас я возьму ножницы, и мы разрежем эту упаковочку. Я уже вчера не стала это делать. Можно, ребята, не разрезать, можно просто ее оттуда вытащить, не применяя никаких режущих, колющих. Так, сейчас, друзья мои, я спускаюсь ниже. Освобождаем. Так, я вижу уже, знаете что, то, что мне не нравится. Вот первое, что мне не нравится, это то, что вот такой держатель в плесени и пробит лист. Ну, сильно не церемонился производитель. Так. Вижу, посажена какая-то травка там произрастает в горшочке. Сейчас мы с вами рассмотрим это все, ребят. Это кислица или как ее называют? Кто знает? Напишите. Вон, видите? Зелененькое что-то растет. Ну вот так неаккуратно, пробив фласочный лист, вставили держатель. Ну уже в принципе вокруг листа ткани омертвились. Ничего страшного. Так, ребят, ну вот кустик достаточно бодренький, очень откормленный, я вам так скажу. Скорее всего, что на протяжении, наверное, полугода так точно не понадобится никаких удобрений, никаких добавок, потому здесь по стандарту идет бирочка, все мы знакомы. На обратной стороне идут рекомендации по уходу. Что в данном случае? Температурный режим, обрезка цветоноса, ну не есть, не есть. Так, главное, что не есть. Так, держится в горшке нормально. Листья немножко с налетом, видимо, была обработка перед тем, как ее отправлять. Ну, в теплицах все орхидеи обрабатываются. Обратная сторона листа, посмотрите, с таким свекольным отливом, с фиолетовым. Очень, девочки, лист, посмотрите, какой лист. Он такой, знаете, округлой формы. Интересно, скорее всего, листья, которые будут уже расти в домашних условиях, возможно, не будут такими лопухастыми. Ну, по корешкам я вам говорила. Корневая порадовала. Хорошие корни. Пока еще не в активном росте. Ребята, посаженные в такую вот смесь торфа и коры. То есть коринки здесь тоже есть. Но это не критично. Немножко, даже не немножко, ну вот видите, сломан листок. Ну ничего страшного. Шея, главное шея. Шея чистая. Ребята, вот так мы должны осматривать орхидею на этапе ее покупки, но мы это делаем уже когда пришли домой. Так, я пытаюсь заглянуть поглубже. Но в принципе замечаний по шее у меня нет. Она была в единственном экземпляре, эта орхидея. Выбора не было. Ну, качество орхидей в этот раз в сельпо порадовало. Ребята, вот хочу обратить ваше внимание. Видите вот эту горизонтальную линию у основания листа? Вот эта линия говорит о том, что все, лист закончил свой рост. Если выходит вот эта линия, появляется, видите, такая, то значит все, лист уже не будет продолжать свой рост. Серединка чистенькая, точка роста не повреждена,
Все отлично. Ну, добираемся до цветочной массы. Значит, сначала по цветоносам. Цвела ли она раньше? Да, цвела. Смотрите, ребята, у нее цветонос срезан. Не знаю я, с какой целью срезаются цветоносы. Видимо, возраст орхидеи достаточно юный. И для того, чтобы ее не истощить, производитель обрезает один из цветоносов, тем самым давая возможность второму цветоносу развиться, и чтобы на нем было более пышное цветение. Посмотрите на эти язычки. Сейчас, друзья мои, я вот так вот камеру поднесу. Ну вот это было определяющим. Вот эти черничные пятна вокруг колонки. Посмотрите, как красиво. И вот эта желтизна губы, это что-то. Панда. Почему панда, девочки? Пантера. Панда. Не знаю, почему панда именно. Полное название у нее там какое-то сложное. Из 4 слов. Ну, панда. Но все-таки панда. Так, ребята. Хочу посмотреть, что она... Почему горшок так неустойчив. Нет, это просто деформация горшка. Корни не вышли за пределы горшка. Ну, параллельно вам расскажу, что нужно делать, что делаю я. Что нужно делать, советов много. Что делаю я после покупки орхидеи? Девочки, ни в коем случае я ее не пересаживаю. Посмотрите, сколько в горшке еще места. Посмотрите, корни хорошие. Да тут расти и расти. Может быть год, может 1,5. Видите? Тут осваивать и осваивать. Немножко испарено. И похоже на присутствие немножко плесени. Ну, учитывая то, что горшок в плесени, плесень есть. Это момент этот исправим. Можно пролить противогрибковыми препаратами, фунгицидами для профилактики в очередном поливе. Полив у меня в случае непересаженных орхидей, у меня всегда, ребята, полив нижний. То есть она у меня будет стоять в блюдце каком-то, в подставочке, может быть даже в кашпо. И на низ буду наливать воды, буквально, вот знаете, кипяченой водички на пальчик. Сейчас, конечно же, ближайшие полгода без всяких добавок, потому что накормлена. Посмотрите на эту листовую пластину. Накормлена на ура. Наперед на годы накормлена. Главное, чтобы не повлияло эта кормежка на дальнейшую судьбу орхидеи, потому что и на цветение бывает часто, ребята, мутация. Мутация в цветках, мутация в цветении не очень приятна, она такая неприятная мутация, не та, которую нам нравится, там бабулетки, пилорики, бабочки, нет, мутация такая, знаете, непривычная глазу. Сейчас на ней 5 открытых бутонов, и вот готовится к распуску еще 6-й бутон. Не знаю, как она себя поведет, будет ли она доращивать или нет, это уже мы посмотрим. Но расти и цвести может она большими, цвести умеет каскадами. Интересная орхидея. Я довольна, ребята, что я ее приобрела. По уходу, значит, полив мы делаем, я делаю нижний, водичка тепленькая, кипяченая, немножечко там в блюдце, подтянут корешки. Видите, случай такой, когда корни доросли до дна горшка, то есть очень свободно поднимет корень воду наверх. Плюс грунт очень влагоемкий, он тоже поможет и подтянет водичку вверх. Можно после таких 3-4 поливов нижних один раз пролить там 4-5 поливом аккуратно по краю горшка, вот именно к стеночкам горшка, ни в коем случае не под шею.
это тоже возможный вариант, но не постоянно, не каждый, а вот раз там через 2-3 полива, чтобы эту верхнюю часть тоже смочить. Это если у вас умеренные температуры содержания орхидей. У меня умеренные температуры, это летом, будет она сильнее пересыхать, там будем смотреть. Ну, грунт этот я не боюсь, в принципе. Видите, как она охотно в нем растит корешки. Это не самый плохой вариант. И не надо думать, что производитель посадил орхидею в какое-то ой-ой-ой страшное, непригодное для жизни. Держатель, конечно, надо бы у нее временно забрать. И вот эту вот всю бяку промыть. Ну, промыть просто водичкой со средством, обеззаражить, обеззаразить. Сейчас, девчонки, я это сделаю. О, отпустила цветонос. Видите, как он был вот так прямо пристегнут. Сейчас я это сделаю. Главное, чтобы он не упал. Вот так немножко он наклонился. Надеюсь, не сломается. Я сейчас быстренько промою цветонос, верну его, ой, цветонос, ребята, держатель промою и верну его на место, продезинфицирую и ее подвяжу. Так, все, друзья мои, я цветонос обработала, возвращаю его на место, но уже не тут, ну, в то же место, только листик я освободила. Так аккуратно можно повредить корешки. А нам этого делать не нужно, потому что поврежденные участки веломена потом попадает... Так, сейчас, ребята, закреплю снизу. Хочется почки живые не прищемить этими прищепками. Так, низ цветоноса прикрепила. Так, надо аккуратно прикрепить сверху. Так, ребята. Сейчас. Не хочется повредить цветы. Все. Установила вновь цветонос. Закрепила. Вот такая красотка. У меня теперь растет, цветет и радует. Не залитая, что радует тоже. Она у меня уже сутки. Листья надо протереть. У меня есть мыло. Мыло, жидкое мыло, как оно называется, девочки? Калийное, да? Калийное мыло. Сейчас протру ей листики. Можно листики протереть с лимонной кислотой, тоже хорошо. Если у вас есть лимонная кислота или сок лимона, то можно тоже разбавить. Там 1 грамм лимонной кислоты на литр. Можно и поливать, можно и листовую массу пробрызгивать, можно протирать. Сок лимона и вот этот лимонная кислота, они тоже очень хорошо выступают как профилактически от вредителей. В общем, количество листовых пластин по 4 пары. Да, это считая фласочных, но с этой стороны фласочного листа я не вижу. Ну, в общем, будем считать, что 3 пары. Кустик молодой, нежный, но крепкий. Выкормыш, как я их называю. Выкормыш. Так что, ребята, надеюсь, что у нас все получится. Мы будем радовать домашним красивым цветением. Посмотрите, какая прелесть. Ух, яркая прелесть. Все, друзья мои, вот такая покупочка у меня. Замечательная, я считаю, и по качеству, и по сортовым особенностям орхидея замечательная. Посмотрим, как она будет в уходе. Напишите в комментариях, у кого есть этот сорт, как он себя показал. Но я не думаю, что это капризная орхидея. Это уже устоявшийся сорт стандартный. Когда-то пару лет назад он был редкостью. Этот сорт заказывали у продавцов.
доставали его, гонялись за ним. Было и такое время. Но сейчас этот сорт доступен во многих торговых сетях, попадается в завозах. Не массово, я бы не сказала, что массово, ну, 1, 2, 3 экземплярчика бывают в продаже. В общем, надеюсь, что у вас тоже есть такой сорт, и вы с удовольствием поделитесь своими знаниями в комментариях об этом сорте, об особенностях ухода за ним в наших домашних условиях. И мы с удовольствием все почитаем ваш опыт по выращиванию данного сорта. Все, друзья мои, всех обнимаю, всем мирного неба, всем мира и добра, всем красиво цветущих и, главное, здоровых орхидей.